Страшная пандемия чумы, названная современниками Черной смертью, пришла в Европу в 1346 году. По самой известной версии, чума пришла с монгольскими войсками через Золотую Орду в Крым. Находившиеся в Крыму монголы осаждали древний порт Феодосию. Существуют записи очевидца осады, юриста Габриэля де Мюсси, которые некоторые ученые ставят под сомнение. Как описывает де Мюсси, осада была неудачной, и монголы, среди которых было много зараженных чумой, с помощью катапульт стали перебрасывать через стены города чумные трупы, чтобы заразить осажденных. После этого в городе вспыхнула эпидемия. Корабли, плывшие в Европу, перенесли чуму с корабельными крысами, одеждой и тканями и зараженными моряками. До 1353 года чума прошлась по всей Европе, от Испании до Скандинавии и от Ирландии до Московского княжества. Приход чумы в Европу и привел к появлению чумных докторов. Несмотря на это, классический костюм чумного доктора появился лишь в 17 веке. Все дело в том, что долгое время ее лечением занимались различные околорелигиозные авантюристы и шарлатаны. Они в основном действовали наугад и не сильно заботились вопросами самозащиты от опасной заразы. Этот жуткий и максимально закрытый с головы до ног костюм шился из кожи, а также промасленной холщовой ткани. В отверстия для глаз вставлялись большие стеклянные линзы, а длинный клюв с парой небольших отверстий для дыхания служил противогазом. В клюв клали ароматические специи, сухие цветы или тряпку, промоченную уксусом. Если запахи не перекрывали вонь, которую источали больные чумой, то врачи поджигали содержимое маски. Таким образом, дым не только глушил вредные миазмы для врача, но и разносил дезинфицирующие ароматы по округе. Кроме того, во время общения с больными врач был обязан жевать чеснок и носить в ушах и носу маленькие куски ткани, пропитанные ладаном. В руках чумные врачеватели носили палочки, с помощью которых как дирижеры не только раздавали указания, но и производили с больными различные манипуляции. Например, палочками измеряли пациентам пульс, снимали с них одежду, а также отталкивали подозрительного вида людей, подошедших слишком близко. Изобретение классического костюма чумного доктора приписывают французскому врачу Шарлю де Лорму. Однако к 1636 году одеяние было настолько популярным, что разные его вариации носили уже по всей Европе, из-за чего с точностью об авторстве говорить не приходится. Окончательно костюм укоренился во время эпидемии чумы 1656 года, унесшей почти 500 000 жизней в Риме и Неаполе. К тому времени чумные врачеватели обязаны были носить спецодежду по контракту, который каждый из них заключал с муниципальными советами. Именно тогда появление на пороге доктора с птичьим клювом стало означать только одно – приближающуюся смерть. Постепенно чумные врачи стали настолько обычным зрелищем, что в той же Венеции их костюмы стали перенимать в качестве карнавальных нарядов. Также образ мрачного врачевателя повлиял на средневековые литературные произведения. Появился ставший классическим персонаж, воплощающий образ врача, связанного с эпидемиями. С современной точки зрения, эффективность работы чумных докторов вызывает большие сомнения. В основном они занимались тем, что вырезали и прижигали больным бубоны, прощупывали их палками и прописывали пациентам настои из розовых лепестков. Некоторые практиковали кровопускание, однако более продвинутые рекомендовали изолировать зараженных, давать им чистую воду и регулярно проветривать палаты. Легендарный Нострадамус в молодости также работал чумным врачом. В своем трактате он писал: единственный работающий метод избавления города или деревни от чумы – это быстро отправить больных и здоровых в разные концы населенного пункта, всех покойников незамедлительно сжечь, а после молиться. Закончились вспышки чумы в Европе в разное время, где-то в 17 веке, где-то в 18. Вместе с этим начали исчезать и чумные доктора. Следующая пандемия чумы началась в Китае в 1855 году, но, к счастью, до Европы она не дошла. К этому моменту уже существовала современная наука, и люди понимали настоящую причину заболевания. Появление антибиотиков позволило эффективно лечить чуму за 10-14 дней. Спасибо за просмотр видео, ставь лайк, если было интересно, и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного.